Друзья, приветствую на канале. Сегодня готовлю очень вкусный медовый торт «Шоколадная мечта». Торт готовится без раскатки коржей и имеет яркий насыщенный вкус шоколада. А все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. Сотейник с медом установленный на плите, всыпаю соду, помешивая, увариваю мед содой. Как только мед закипел и вступил в реакцию с содой, начинаю интенсивно вымешивать, чтобы мед приобрел явный янтарный оттенок. Обратите внимание, какой интенсивный и насыщенный янтарный цвет. Выключаю плиту и отставляю сотейник в сторону. Добавляю сливочное масло и оставляю в медовом сиропе, чтобы масло растворилось. В яйца всыпаю сахар и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксер до пышной яичной смеси, чтобы сахар полностью растворился в яйцах. Сливочно-медовую основу вливаю во взбитые яйца. Перемешиваю миксером. Всыпаю сразу всю муку и какао-порошок. Перемешиваю миксером до получения однородного шоколадно-медового теста. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером. На противень, смоченный водой, выстилаю пекарскую бумагу. Фиксирую пекарскую бумагу на противне. Вливаю все шоколадно-медовое тесто. Равномерно распределяю тесто по всей площади противня. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. Готовность выпечки проверяйте с деревянной шпажкой. Для приготовления крема в творожный сыр добавляю сахарную пудру и просеиваю какао-порошок. Вымешиваю миксером, чтобы сахарная пудра и какао полностью вмешались в творожный сыр. В шоколадный творожный сыр добавляю охлажденную сметану и ванильный экстракт. Вымешиваю на средних оборотах миксера до получения творожно-сметанного крема. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером. Готовый крем убираю в холодильник. На выпеченный бисквит прикладываю пергамент, сверху устанавливаю решетку и переворачиваю сверху вниз. Оставляю бисквит для полного остывания при комнатной температуре, а затем убираю в холодильник для охлаждения. Для приготовления медового сиропа в мед добавляю воду и сок лимона. Если у вас нет лимона в наличии, можно без него. Перемешиваю до однородности. Края у охлажденного бисквита необходимо подрезать, чтобы торт был ровный. Срезанные края пойдут на обсыпку. Срезанные края медового бисквита необходимо убрать в духовку и подсушить их. При помощи линейки определяю середину коржа бисквитного и разрезаю на две половины. Медовый бисквит разрезаю на 2 медово-бисквитных коржа. Вот такой пористый внутри шоколадно-медовый корж получился. Пропитываю медовый корж медовым сиропом. Визуально разделите шоколадно-творожный крем на 3 части. Выкладываю первую порцию крема поверх медового коржа. Осторожными движениями распределяю творожно-шоколадный крем по площади медового коржа. Рекомендую формировать кремовые бортики, чтобы при окончательной сборке торт не выглядел в наклоне. Старайтесь больше снимать крема с середины, чтобы медовый бисквит не проседал. Сверху выкладываю второй медовый корж
И таким образом собираю торт. Немного крема оставил для того, чтобы промазать бока торта. Торт закрыл пакетом, убираю в холодильник для напитывания и стабилизации. В холодильник минимум на 8 часов. Для приготовления глазури в сотейник со сметаной, установленный на плите, добавляю сахар и какао-порошок. Нагреваю и помешиваю, чтобы глазурь не прилипла к дну сотейника. По мере нагревания глазурь разжижается. Необходимо интенсивно ее вымешивать, чтобы она не подгорела. Как только глазурь закипела, выключаю огонь и снимаю сотейник с огня. Добавляю сливочное масло и перемешиваю, чтобы масло растворилось в шоколадной глазури. Горячую шоколадную глазурь переливаю в стеклянную емкость для остывания. Шоколадную глазурь убираю в холодильник для охлаждения. Обрезки от бисквита размалываю скалкой в мелкую крошку. После холодильника торт напитался и стабилизировался. Оставшимся кремом смазываю боковины торта, выравниваю торт палеткой. Если у вас нет в наличии палетки, выровнять торт можно обыкновенным ножом. Убираю торт в холодильник. Остывшую глазурь наношу сверху на торт. Наношу в 2 этапа и после каждого вливания распределяю шоколадную глазурь по поверхности торта. Убираю торт в холодильник, чтобы глазурь застыла. Боковины торта обсыпаю шоколадно-медовой крошкой. Торт «Шоколадная мечта» получился очень нежный и вкусный. Сочетание шоколадно-медовых коржей с шоколадно-творожным кремом и шоколадной глазурью делает этот торт с ярким и насыщенным вкусом шоколада. Это отличный вариант для всех любителей шоколада и выпечки из шоколада. Обязательно приготовьте. Уверен, тем, кто ценит шоколад, понравится. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии, делитесь моими рецептами в своих социальных сетях и увидимся в следующем видео.